Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Сегодня я буду готовить вот такое лекарство. Сейчас осень, начались холода, многие болеют простудными заболеваниями, бронхитом. У меня вот тоже дома заболели. Решила такое очень эффективное лекарство приготовить. Нам нужна будет черная вот такая редька, мед и все. Вот сейчас эту редьку надо будет почистить от кожуры, потом мелко-мелко нарезать или кубиками. Можно произвольно, в принципе, можно через терку, кто как хочет. И будем заливать медом. Сейчас покажу дальше, что мы будем делать. Вот очищаем от кожуры. Редьку нарезала такими брусочками. Как я сказала, можно в любой произвольной форме, можно даже через терочку. Но я захотела вот покрупнее, будет выжимать, думаю, удобнее. Сейчас будем складывать в банку. Но если у меня банка будет маленькая, надо будет побольше банку. Наверное, банку я поменьше взяла тут. Сейчас посмотрим. Будем слоями вот так мед ложить. Но мед быстро растает. Вот мед будет вытягивать сок редьки. В холодильник поставим на несколько дней, дня на 2, на 3. И мед будет вытягивать сок редьки. Когда редька совсем станет уже сухая, надо будет ее выжимать. И это будет как бы вытяжка. Ну, вытяжка редьки вперемешку с медом. Это очень хорошее лекарство от любой простуды. Можно пить этот, как бы, как назвать-то? Сироп, да, вот сироп. Сироп будет это. Можно пить где-то вот примерно 2, 3, 4 раза в день можно по столовой ложке. Взрослым. Детям где-то пол чайной ложки можно. Тоже раза 2 в день. Перед сном хорошо. Грудь можно натирать, спину. Также, если вот у кого радикулит, можно прямо вот радикулит лечить, можно натирать будет на спину. Тоже очень хорошее эффективное средство. В холодильнике долго хранится. Вот если побольше делать, можно долго пользоваться всю зиму. На всю зиму можно наделать даже. Много меда особо не надо тут. Сок редьки будет. Тут будет это вместе с медом будет как бы сок еще выйдет из редьки. Конечно, вот в объеме уменьшится, не в таком объеме будет. Сейчас поставим в холодильник на несколько дней. Потом я вам покажу. Ну все, вот сейчас, ну можно еще побольше меда, давай еще добавим мед, пусть будет побольше немножко. Мед растает, еще туда осядет, это все уменьшится в объеме. Так мы оставим. Вот. Ставлю в холодильник. Вот через сутки вот такой сироп получился. Я сказала через 2-3 суток. Ну вот снизу немножко начало сморщиваться, тут немножко сморщилась. Вся редька должна вот так немножко сморщиться. Потом надо это все выжать, сироп слить в чистую баночку и поставить в холодильник.
и по мере надобности употреблять. Пользуйтесь на здоровье. Кто болеет, выздоравливайте. Пока-пока. Могу, в общем, дальше не показывать. И так уже все ясно. Пока-пока.